Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике ресторан, который у нас уже был, но мне он нравится тем, что, во-первых, это, пожалуй, единственный рестик на берегу небольшого озерца, а во-вторых, мы сегодня попробуем те блюда, которые до сих пор не пробовали. Ладно, сашимные креветки мы обязательно возьмем, это нужно, но сегодня король стола будет угорь целиковый и здоровый, и какие-нибудь еще хот-поты. Короче говоря, то, чего здесь еще не было. Поехали! Первым делом у нас морепродуктовый салат. Начнем с простецкого. Из морепродуктов. Так, осьминог, очевидно. Половинки креветки. Салата много, морепродуктов. Где они? А, не, вот что-то попадается. Ну, вроде есть. Ну и хорошо. Ну и попробуем. Как-то вот так. Быстренько и заценим. Креветочка, лучок, много травы и капуста. Креветка с кусочком хитина. В салате это особенно доставляет. В остальном все здорово и прекрасно. Да, можно вот так сверху на хлебушек накладывать, либо, как я, закусывать. Отличный, замечательный салат. Мне нравится лук. Мы дополнительно еще, бывает, заказываем и рыбный соус, чтобы полить, но это уже мои личные предпочтения. Короче говоря, салат, как всегда, огонь. И я вижу кусочек осьминога. Я его тоже хочу заценить. Прекрасная щупалка. Хрустит. Замечательно. Все отлично. С салатом все в порядке. Едем далее. Угорь на гриле. Прекрасная штука. И мы заранее попросили их не рубить очень мелко. Они, в общем-то, с этой задачей справились, потому что это вполне себе удобоваримые кусочки. Вот так раз. Это очень вкусно, ребята. Я бы даже сказал, более чем вкусно. Никакой дополнительной соли, ничего не требуется. А самое главное, конечно же, то, что действительно нормально порезано. Ты прекрасно понимаешь, руки жирные не открыть, прекрасно понимаешь, что и какой кусок ты ешь. И можно прекрасно обгладывать. Так что да, когда заказываете угря, можно классического на гриле, и это будет вот так замечательно. Самое важное, не поленитесь указать им, чтобы сильно мелко не рубили. Мы вообще-то попросили, чтобы у нас такой длинный здоровый был, но длинный здоровый, видимо, у них не получилось. Но это нормальные кусочки, а главное, очень вкусно. Отлично, поехали далее. А ну-ка, налетят ли рыбки на кусочки оставшегося угря? Ну, бульки, где рыбы? Эй. Закипело, давай закидывать морепродукты. Рыбка кобия пошла, ракухи, креветосы. Да, с петрухой и с осьминогом. Можно сверху еще Morning Glory набросать. Китайской чуть-чуть тоже. Вот оно, закипело и готово. Накладываем.
быстренько хот-пот. Я смотрю на Романа и думаю, будет ли ему сладко это. Кисленько, для меня в меру сладко. Ну, да, для Ромки наверняка сладости будет овер много. Осьминожка хороший. Грибочек. Вкусный, хороший, морепродуктовый. Хот-пот. Сейчас ракушечку. Давай, вываливайся. Вот так. Вы знаете, по большому счету, именно поэтому они, скорее всего, и не выедают сплошняком весь бульон. Ну, потому что он действительно очень сильно насыщенный. Особенно это важно, потому что сейчас я не клал себе лапши, например. А когда ты положил себе лапши и вот так выедаешь ее, очень даже неплохо лапша, смазанная вот этим бульоном, она будет вполне себе. Хлебать вот этот бульон вот так вот напропалую, ну да, это сахара много, согласен. А вот что касаемо морепродуктов, Morning Glory и прочих овощей, все в порядке. Не докопаюсь вообще ни разу. Расскажи, Ром, про тонну сахара и поедем далее. Морепродукты хорошие. Было бы намного лучше, если бы, ну, хотя бы не полкилограмма сахара не то положили, а грамм 100. Впрочем, чего и следовало ожидать, на мой взгляд, по остроте. Мы, кстати, перец не добавляли, а его тоже туда можно окунуть. Изначально по остроте он вполне себе. Вы не подумайте, я закашлялся, просто в 2 горла ем. Да, вкусненько, здорово, хорошо. Морковочка. По наполнению тоже все очень неплохо. Рыбка есть, осьминожки есть, ракушки есть, креветки есть. Что еще нужно? Это хороший, нормальный, добротный хот-пот. Просто не нужно весь бульон выпивать. Поехали далее. Ну и, конечно же, куда мы без креветок сашими? Васаби, соевый, все есть. Поехали. Давайте вот так. Нещадно. Я уже люблю покруче, когда. Вот так. Это креветка из аквариума. С ней все в порядке. Да, кайф. И долькой лайма. Хотя нет, это послевкусие я не хочу убивать. Я эту дольку обязательно съем, но чуть попозже. Они молодцы, что креветки, кстати, не заложили этими дольками лайма. И сами креветки на него тоже не положили. Они его рядышком вокруг. Я очень люблю эти дольки, знаете ли, для разнообразия вкуса. Ну, как между какими-то сушами или сашими ты съедаешь кусочек имбиря. Здесь в данном случае присутствует лайм. Это тоже очень здорово и хорошо. Креветки свежайшие, недаром они в аквариуме 5 минут назад плавали. Поехали далее. С морепродуктами, ладно, окей. А теперь у нас утка целиковая. Не самый крупный ее представитель, но тем не менее. Взяли они нашу уточку, потому что разделать здесь на столе они ее не могут. Не обучены, видимо, эти ребята на кухне отнесут специальному человеку. Разрежет нам и принесет. Ну а по поводу дополнения здесь что? Лапша гнезда и куча не самой плохой травы. Опять же, Morning Glory, прочее, прочее, прочее. Короче говоря, дождемся разделанной уточки. Уточку нам разделали и принесли. Да, окей, порядок. Давайте зальем бульончиком и какое-нибудь гнездышко с травой тоже вместе.
Вот так, 5 минуточек постояло и порядок. Давайте зальем. Где там твой... О, да тут ливер. Опа! Как я урвал. Посмотри, желудочек. А что еще? О, ром. Зизифус. Оп. И бульончика еще. Вот так. Для начала посмотрим, отличается ли хот-pot, бульон именно, от морепродуктового, когда он с уткой. Вообще должно. Сахара много, но насыщенный мясной бульон. Острота, кстати, интересная. Она, знаете, какая? Это медленная острота. Она такая обволакивающая, томная. Интересно. Ладно, желудочек. Мягкий. Вкусно. В этом плане молодцы, что подают ливер вместе с уткой. Если ты заказываешь утятину целиковую, там должен быть ливер обязательно. Печенку мы ровно так же нашли, но просто поделились с ребятами. Что по поводу же самого мяса утки? Где тут у меня вот эти кусочки разделанные? Разделали, как вы же понимаете, на не особенно понятные кусочки, поэтому я сейчас это целиком все буду пытаться отгрызть и отфильтровывать, так сказать, как местные это делают. Вот теперь острота меня догоняет. Она действительно медленная, она слабенькая, но она, знаете, имеет такое под собой ощущение, что она мощь свою готовит, и когда ты такой продолжаешь есть, и она такая: о, а вот я и появилась. Это интересный вариант. Так, барбариски. Да, кайф. О, понятно, почему острота. Здесь целиковые перчики присутствуют. Давайте-ка лапши еще заценим, которая уже успела пропитаться. Ровно тот самый момент, когда ты понимаешь, что да, бульон особенно хлебать не стоит, а вот лапша им пропитанная будет в самый раз. На мой взгляд, это очень даже неплохо. Утка приготовлена замечательно. Мягкая, хорошая. Ливер присутствует. Также приготовленный мягкий и замечательный. Ну и под конец зизифуса этого финика. Сладенький, интересненький. Я не докопаюсь. Сейчас узнаем мнение Романа. На мой взгляд, здесь значительно меньше сахара, здесь намного более насыщенный мясной бульон. Это вкусно. Это вкусно. А главное, что они идут тебе навстречу, и тебе не придется самому ковыряться с этой уткой и прочее. Они тебе все разделали и принесли. Роман? Сама утка вкусная, только за те деньги, которые они просят, это очень маленькая утка. Рома, извини, перебью. Да. Свободный выпас. Утка эко. Сколько за нее попросят в Москве? Да. Но все равно здесь я считаю, что это перебор по цене за такую утку. И плюс, опять же, это вечная проблема, то, что тонна сахара опять в этом супе. Я бы хотел суп поесть, потому что я чувствую, что бульон вкусный, но я не могу его никак осилить даже пару ложек, потому что для меня это огромный перебор по сахару. Смотри. Раз. Вкусно. Утиный хороший навар. Заметь, 2. Не менее вкусный, мощный утиный навар. Более того, Роман,
по-прежнему не менее вкусный, мощный утиный навар. По вот остроте тут я должен, да, в очередной раз сказать, что мощно. Я не против абсолютно того, что Роман говорит. Я за то, что это вкусно, это насыщенно, это интересно. А о вкусах, господа, никто никогда не спорит. Поэтому нужно опираться исключительно на свои собственные ощущения. Роману не зашло, а мне по кайфу. Я вот эту плошечку полностью доем, и мне хорошо. Так что, да, каждый решает сам. Вы знаете, все в этом месте замечательно. Готовят вкусно. На кухне у них работают действительно профессионалы, вопросов нет. Ты когда заказал, тебе принесли, все хорошо. Другой момент, это осталось за кадром, но у меня очень большие вопросы к местному персоналу. Вот эти парни вот сейчас втроем, и там еще 4 человека, сидят ни черта не делают, потому что у нас было заказано еще 2 жареных угря. Девушки хотели поесть жареного угря, первый им очень понравился. По итогу мы заказали, сейчас я у них спрашиваю, а где этот угорь? А мы вам принесли, я говорю, вы нам принесли первого, где еще 2, которые мы заказали, он их записал и отдал на кухню. Я не знаю, где эти угри. Они куда-то пропали. Зато 4 этих парня сейчас стоят здесь сзади, друг с дружкой что-то там боксируют, прыгают. Короче говоря, разгильдяйство полное. Молодые ни черта не понимают, не знают, как обслуживать. Вот персонал бы здесь поправить, было бы здорово. А в остальном место вкусное, место пейзажное. Если разобраться с персоналом и действительно добиться от них, что хочешь, будет все хорошо. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Нет, здесь, по-моему, раньше чернее, чем здесь как раз стоят. Ну чё, попросили у тебя канал. Сейчас выявлено. Вы знаете, что самое призабавное? Вот они сейчас подошли, у Романа спрашивают, а что у вас за канал, там бла-бла-бла, вот это все. Ну, серьезно, я 2 минуты назад сказал, что они работают как черт знает чего, короче говоря, они вот канал спрашивают. Ну, молодцы, что? Вот ходят все, не пришей, не пристегни. Сидят, ноги в руки. Место просто вот, да, никто за тобой не смотрит, никто ничего не делает, все вон в телефончиках торчат. Все очень хорошо. Креветки сырые мы попробовали сегодня. Попробовать, наверное, нужно, потому что, как показала практика, кому-то нравится, кому-то нет, мне не понравилось. Я лучше сваренных съем, это будет намного вкуснее. Утка вкусно, остро и мало мяса. Значит, хот-пот у нас был с морепродуктами, томатный, вкусно, клево. Ну, сладко, но мне понравилось. То есть мне эта сладость в целом не расстраивает. Угорь потрясающий. Угорь вкусный, мне очень понравилось. А вот Ананасовый второго сок. угря мы не дождались. Второго угря мы не дождались, ананасовый сок мы очень долго ждали. Наверное, поэтому он был действительно настолько вкусен, но вкусный. В принципе, все. Ну, вообще впечатление. Зашел бы. Я бы посмотрел на просторы, и, наверное, скорее нет, чем вот так бы я сказал. Просто, как показывает практика, действительно меньше места. Я понял, что нужно смотреть на наличие вьетнамцев. Я хочу сказать как раз наоборот, практически диаметрально противоположное мнение, а именно, если сидит куча вьетнамцев, это вообще ни о чем не говорит. Именно по той простой причине, что они едят всякую хрень. Господа, и если вы зайдете в тот рестик, например, вот в соседний, где сейчас все забито, то там будет подаваться практически все то же самое, только в более дешевом варианте, там, где не особенно красиво, там, где могут бегать тараканы, крысы, прочее, прочее, прочее. Вьетнамцам просто, вы должны понимать, на это наплевать. Мне, как я выше уже говорил, здесь единственное, что не понравилось, это обслуживание. Слишком молодые ребята. Нужно их учить. Я не против молодых абсолютно.
Штудируйте их, хозяева. Ну что это такое? Ну, они сидят все в телефоне. Вон опять. Смотри, группа из 6 там пацанов с девчонками, и они все занимаются. Они не смотрят вообще ни за кем. Заметьте, они забыли принести нам 2 блюда, 2 угрей, а со всего ресторана занято 1, 2, 3 столика. По креветкам. Мне, в принципе, сашимные креветки понравились, даже лучше, чем в других местах, где пробовал. Сладенькие, морские, даже мелового вкуса здесь не почувствовал, который обычно присущен к креветкам. Соус классный. Единственное, что, да, действительно, как Костян говорит, сервис, он оставляет желать лучшего. Ребята молодые, им как будто это просто неинтересно, может, не сезон, может, еще что. Отдельно еще хочется отметить, что из бара напитков здесь только пиво и вода, как я понял, больше ничего другого здесь нету. И если ты хочешь пить что-то поинтереснее, будь добр, тащи свое, потому что сколько у нас времени заняло просто соку попросить? Ну, минут 40, наверное, да? Ну да. Минут 40. И это как будто бы не совсем радует. По еде, по вкусам классно, прикольно. Толерантность к острому, если хоть какая-то есть, то, в принципе, можно кайфануть. Если толерантности к острому нету, то, ну, ты что-то почувствуешь. В основном сахар, потом сразу остроту. Моя единственная претензия – это отсутствие напитков, и все. Ну, короче ни говоря, воды, нет ни у них пива, ничего смузи, нет у них коктейлей. Алкоголя нет никакого. Ага. Ну, обслуживание, к этому, наверное, надо привыкнуть. Потому что, я думаю, они не готовы и не привыкшие к тому, что прибирать, да? Убрать грязную посуду, вытереть со стола, поменять приборы. Молодец. Такого нет, да? Да, правильно При том, что они отмечает. стоят, вроде как они наблюдают за нами, видят, что у нас грязное, Вот. не заморачиваются. Я со всеми своими огромными претензиями, в общем-то, про это совершенно забыл. Да, потому что мы съели, мы сложили все наши грязные Мы уже сами посуды, всё тарелки, да, на край стола, типа, а они стоят, смотрят, а для них это нормально. То, что у тебя грязь на столе полнейшая, значит, никто не озаботился этим. И надо сказать, что это не про это место, это про все места. Для того, чтобы за вами поухаживали, что-то отнесли, принесли и унесли, нужно каждый раз просить. А здесь еще и нужно докричаться. Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. На обзорчике у нас ресторан, который уже кое-когда был. Когда-то был. Никто за тобой не смотрит, никто ничего не делает, все в телефончиках торчат. Для начала посмотрим, а отличается ли хот-pot от морепродуктового, когда да что ж такое-то, когда он с уткой. Дубль 2.